Итак, поговорим о том, как повысить самооценку. Вообще, если вы понимаете под повышением самооценки улучшение своей жизни, то постановка цели, заключающаяся в том, чтобы эту самооценку повысить, наоборот, ухудшит твою жизнь, потому что любая оценка, в том числе и самооценка, базируется на соотнесении себя с каким-либо стандартным состоянием, либо же с кем-либо другим. Так называемые психологи, конечно же, не упустят своего шанса поспекулировать над теме повышения твоей самооценки, ведь для того, чтобы твою самооценку повышали бы они, тебе придется взять кредит, что в итоге угробит тебя вместе с твоей самооценкой. Самооценка угробит тебя. На самом деле психологическая суть этого понятия заключается в том, что ты изначально считаешь, что с тобой что-то не так. Если ты, конечно, хочешь повышать свою самооценку, то это значит, что у тебя есть некое представление о том, относительно чего ты будешь ее повышать. Следовательно, если ты повышаешь свою самооценку относительно чего-либо, то ты зависишь от этого чего-либо. Допустим, ты повышаешь свою самооценку в отношениях с женщинами, что для тебя должно быть признаком повышения своей самооценки в отношениях с ними в этом случае. Если ты воспитывался женщинами, вопрос самооценки в отношениях с женщинами становится бессмысленным, потому как при женском воспитании в голову закладываются модели женского восприятия. В этом случае твоя самооценка – это взгляд на самого себя с позиции самой женщины, но не самого себя. Самооценка угробит тебя. Самооценка угробит тебя, потому как твоя самооценка нужна тем, кто хочет, чтобы ты себя вел соответствующим образом. Если ты не нравишься самому себе таким, какой ты есть, то ты не понравишься никому и будешь постоянно нуждаться в самооценке, точнее в ее повышении. Первое, что нужно сделать, это избавиться от женских программ в твоей голове, потому как в нашем обществе всех воспитывают по женскому типу. На самом деле самооценка как понятие означает, что ты играешь по правилам общественной системы, которой выгодно, чтобы ты был послушным. Но чтобы ты при этом думал о себе, что ты альфа-самец, обвешанный кредитами и прочими ипотеками. Потому как если речь идет об атрибутах, относительно наличия которых ты повышаешь свою самооценку, то для того, чтобы выглядеть в глазах других выше, то это значит, что ты лишь повышаешь свою самооценку, сравнивая себя с другими. Самая важная вещь в самовосприятии. Самая важная вещь в самовосприятии – это не сравнение себя с кем-то или с чем-то, а понимание себя настоящего и принятие себя настоящего. То есть это не вопрос некоего роста относительно каких-либо внешних показателей, которые изменяет человек социальный, а прежде всего понимание самого себя и безусловное принятие себя таким, какой ты есть, безотносительно к внешним признакам какого-либо роста. Любой рост, идущий вовне, только тогда является естественным и нормальным, когда он базируется на внутреннем соответствии самому себе, а не каким-либо общественным стандартам, форматирующим тебя под определенный социальный образ.